Карина, дорогая, мы с тобой женаты уже 5 лет. Тебе не кажется, что нам пора подумать о детях? Я так хочу девочку, похожую на тебя. Или сыночка. Что скажешь, Карина? Поинтересовался у жены Федор, вручая ей букет цветов. Феденька, ну что тебе сказать? Я, в принципе, не против. Но ты же понимаешь, что прежде чем детей рожать, нужно заиметь собственное жилье. А у нас с тобой его нет. Ответила мужу Карина. Как это нет, любимая? Мы живем с тобой в хорошей двухкомнатной квартире, которая расположена в неплохом районе. Что тебе еще нужно? Мне? Мне ничего. А вот ребенку нашему нужна собственная жилплощадь. Не понимаешь, что ли? Не понимаю. Квартира принадлежит моим родителям. Выгонять нас они никуда не собираются. Так что все у нашего ребенка уже есть. Феденька, ты дурак или прикидываешься? В случае чего, а случаи бывают всякие, родители твои выставят нас из этой квартиры и не поморщатся. И куда мы с тобой с ребенком пойдем? Да и вообще-то 2 комнат нам будет мало. Если ребеночек-то родится, тут 3-комнатная нужна квартира, не меньше. И что ты предлагаешь, любимая? Поговори с отцом. Пусть он эту квартиру продаст, мы добавим наши с тобой накопления и купим 3 в новостройке. Замечательная идея, правда? А уж потом и о детях поговорим. Но, Карина, я что-то сомневаюсь в том, что мой отец на это согласится. Хотя... Поговори, дорогой, а я уж тогда твоих родителей внуками порадую. Хорошо, милая, я попробую. На следующий день, купив торт, Федор отправился к родителям. Алексей Николаевич, который с сыном уже месяц только по телефону общался, был несказанно рад его визиту. «Папа, у меня к тебе серьезный разговор». «Слушаю, сынок. Выкладывай, пока мама твоя с подружками по стадиону прогуливается. Неужели я скоро дедом стану? Пора, сынок, пора». Вот об этом я и поговорить хотел. Карина моя говорит, что если у нас ребеночек появится, то 2-комнатной квартиры нам мало будет, так что придется, видимо, 3 покупать. Начал Федор. Замечательная идея, сынок. Зарабатываете вы хорошо, ипотеку вам дадут, так что я согласен с твоей женой. Берите, не переживайте, сейчас все так делают. Какую ипотеку, папа? Накопление у нас действительно есть, и если мы продадим квартиру, в которой сейчас живем, то нам хватит денег на то, чтобы приобрести для себя 3. Согласен? Согласен. Отчего же не согласен-то? Только вот я не пойму, почему это я должен продавать мою квартиру? Как это твою, папа? А чью же? Я эту квартиру заработал, стало быть, она моя. А вот если я ее продам, да деньги тебе отдам, так у меня ничего и не останется. А была целая квартира. Зато у тебя внуки появятся. Так-то оно так, дорогой мой. Но вот в случае чего, квартирка эта жене твоей и останется, да деткам вашим. А ты, стало быть, к нам с матерью придешь, в нашу квартиру, которая ей от бабушки твоей в наследство осталась. Так ведь? Ты же у нас правильный, с женой судиться не будешь. Да вот только у нас уже возраст такой, когда нам в покое пожить хочется. Папа, не говори ерунды. С чего бы вдруг я должен буду к вам переехать? У нас хорошая семья. Я очень люблю Карину. Мы вместе жить будем всю жизнь. И умрете в один день. Папа, прекрати. Вы-то живете в бабушкиной квартире, и все у вас хорошо. Федор, ты не путай меня, пожалуйста. В бабушкину квартиру мы переехали только тогда, когда ее не стало, а до этого жили в своей собственной, честно нами заработанной квартире, которую, впрочем, тебе оставили. Если она вас чем-то не устраивает, то покупайте себе свою. Кто же против? Папа, ты хочешь, чтобы я поругался с женой? Нет, дорогой мой, я хочу, чтобы все было по-честному. Более того, я готов, когда вы переедете в свою квартиру, помогать вам платить ипотеку по мере возможности.
А возможность у меня будет, ведь вы освободите двухкомнатную квартиру, которую я смогу сдавать. Так вот, деньги с аренды я буду отдавать вам. Мы-то с матерью пока оба работаем, так что неплохо обеспечены. Папа, но ипотека – это такая кабала, а у нас есть другая возможность. Ты подумай. Сынок, я и думать не хочу. Папа, и эта квартира все равно моей будет когда-нибудь. Так почему не сейчас? Согласен с тобой. И не только та квартира, но и это будет твоей когда-нибудь, когда нас с матерью не станет. Но сейчас мы оба еще живы, и квартиры это наши, и мы имеем право делать с ними то, что посчитаем нужным. А нужным я считаю сдать ту квартиру, раз она вам мала, и помочь вам гасить ипотеку. Это все. Только так, по-другому не получится. Поговори со своей женой. Если она согласна, то ищите себе новое жилье, а я дам объявление о сдаче квартиры в аренду. Папа, ну ты не понимаешь, Карина просила по-другому этот вопрос решить. Умная женщина твоя Карина, это хорошо, но и меня в дурака превращать не стоит. Я, сынок, хочу спокойно жить в своей квартире и не думать о том, что в любой момент ко мне можешь переехать ты. Папа, я говорил тебе уже, что... Я все сказал, Федор. Решение это окончательное, а вы уж там сами думайте. Взбешенный Федор выскочил из родительской квартиры и даже с матерью не поздоровался, которая в этот момент в подъезд входила. Галина Васильевна, которая сына таким никогда не видела, конечно же, поинтересовалась у мужа, что с ним случилось. «Галочка, ты не поверишь, он решил нас с внуками порадовать». «Счастье-то какое, Леша! Кариночка беременна?» «В том-то и дело, Галя, что нет. Она в двухкомнатной квартире рожать не собирается. Ей трешка нужна». «А зачем, Леша? Мы-то с Феденькой в двухкомнатной жили. И ничего, нам всего хватало. В одной комнате мы, в другой он». «Дорогая моя, это нас с тобой как раз не касается. Трешка так трешка, пусть покупают, кто же против? Тем более, что и зарабатывают они неплохо. Но ведь она-то требует, чтобы я продал нашу квартиру и отдал им деньги. А уж они так где добавят и купят себе трешку. Резонно, в общем-то, Леша. Когда квартиру на продажу выставлять будем? Никогда. Ты с ума-то не сходи, милая моя. С чего это я вдруг должен свою потом и кровью заработанную квартиру снохе-то дарить? Сама подумай. Хотят квартиру, пусть купят. Кто же против? А мы им кредит гасить будем помогать. Но зачем им кредит-то брать, Леша? Мы ведь можем им помочь. Да? А ты, Галочка, не думаешь о том, что Карина нас с тобой не жалует совсем? В гости к нам не ходит, не звонит, да и на улице поздороваться забывает. Леша, вот когда ребеночек родится... Все, дорогая моя, вопрос закрыт. Ребеночка этого и в проекте еще нет. А сноха наша дорогая требует, чтобы мы уже сейчас им квартиру подарили. Я не согласен. Не согласен, слышишь? Но, Леша, мы ведь с тобой живем в квартире моей мамы. Галя, ты о чем вообще? Мы переселились с тобой сюда, когда тещи не стало. А до этого я не требовал, чтобы она квартиру свою продала, да мне на новую добавила. Мне такое в голову даже не приходило. Ну, тут ты, наверное, прав. Хотя ведь скандал будет. Карина Федору такого не простит. Она же привыкла к тому, что он на все соглашается. Вот именно, это меня и напрягает. Галя, Федор наш всегда был любителем активного отдыха, а вот уже 5 лет он ни в горы не ездит, ни с парашютом не прыгает. Он подстраивается под жену. Молодец. Правда, что ли? А чего же она под него не подстраивается? Никогда и ни в чем. Помнишь ведь, как он просил Карину приехать к нам на дачу? Мы тогда еще картошку сажали. А потом отдохнуть решили, шашлыков пожарить. Вот Федька и просил ее готовых шашлыков купить и к нам приехать. Она не согласилась. Бывает всякое в жизни. Бывает, конечно.
только у них все 5 лет так. Он по первому зову к ней бежит, а она, в свою очередь, постоянно отговорки ищет, чтобы его просьбу не выполнять. Не лезь ты к ним, Леша, пусть живут как знают. А я и не лезу, Галочка. Я хоть раз что-нибудь про нее плохого сказал? Нет. Но и квартиру свою я ей не отдам. Даже не уговаривайте. В это самое время Федор пришел домой и честно рассказал Карине о разговоре с отцом. Вот, Федя, а что я тебе говорила? Родители твои нам помогать совсем не хотят, а ты еще мне о детях тут говоришь. Карина, милая, но папа предложил вполне неплохой вариант, ведь они нам помогать как раз будут. Нет, Федечка, такой вариант я даже рассматривать не хочу. Вот как только продадут они эту квартиру, так сразу о детях и говорить начнем. Карина, папа ясно озвучил свою позицию. Так и я все четко тебе объяснила. Кстати, ты не забыл, что у моей подруги Зои завтра день рождения, и мы приглашены. Подарок купи. Она фен профессиональный просила. Карина, вот скажи мне, а почему я должен туда идти? Зойку твою я терпеть не могу. Она меня тоже. Зачем нам встречаться? Иди одна. Как это? Я не поняла. А что девочки скажут? Примерно то же самое, что сказали ребята, когда я месяц назад без тебя к Ваньке на день рождения пришел. Там все с женами были, а я один, потому что ты с моими друзьями общаться не хочешь. Не хочу. Они все какие-то простые слишком. А ты, как, впрочем, и твои подруги, слишком сложные. Карина, слишком умные и расчетливые, что ли. Я вот тут подумал, что в этом году хочу на Алтай съездить. Давно я там не был. Соскучился по горам уже. Правда, ты со мной? Я и горы? Ты смеешься, что ли? На море поедем, как обычно. Как обычно, я не хочу. Я хочу в горы. Хочу вместе с женой к родителям ходить, с друзьями встречаться. Ребеночка хочу. А ты? Ты совсем с ума сошел, что ли? Общение с отцом тебе на пользу не пошло. Вот именно поэтому я против того, чтобы ты часто с родителями виделся. Завтра мы идем к Зое, и это не обсуждается. Завтра я иду с Колькой на стадион. Давно я уже не бегал, и это не обсуждается. Хочешь со мной? Федор, я никак не пойму, что с тобой такое. 5 лет ты был на все согласен. Я даже подружкам сказала, что у меня идеальный муж. И вдруг он перестал быть идеальным. А может быть, это случилось, потому что у твоего идеального мужа совсем не идеальная жена? Как это? Я своей твердой рукой направляла тебя все эти 5 лет туда, куда нужно. Нужно кому? Тебе. А мне это нужно? Карина, ты спросила? Федор, прекрати. Ты из-за ребенка, что ли, так разозлился? Но ведь у нас действительно жилья нет. Есть. Я в этой квартире вырос, и нам с родителями всего хватало. Но если тебе мало, то давай ипотеку брать. Давай, Карина. Отстань от меня, Федор. Как оказалось, ты совсем не такой, каким все эти годы прикидывался. Да отец твой не так просто казался. Не собираюсь я рожать, мне рано еще. А вот квартира мне бы не помешала. Всякое в жизни бывает. Ясно, Карина, я тебя понял. И что теперь делать будем? Разводиться, раз уж папашка твой все планы мне обломал. Да и ты оказался не героем моего романа. Карина собрала свои вещи и с гордо поднятой головой вышла из квартиры, которую еще утром надеялась продать. Федор молча смотрел ей вслед и не мог понять, как он с этой женщиной 5 лет жил, да еще о детях задумываться начал. Уже через неделю Карина передумала и пришла к Федору мириться, но его дома не было. Тогда Карина позвонила Алексею Николаевичу, чтобы узнать, где она может найти своего мужа. Тот ей почему-то не ответил. Галина Васильевна на звонок снохи ответила и сообщила ей, что Федор уехал на Алтай и вернется только через месяц.
Ждать целый месяц Карина не могла, поэтому написала мужу СМС, в котором просила прощения за свое поведение и обещала подумать о прибавлении в семействе. Федор долго не отвечал, а ответив, сообщил, что перед отъездом подал на развод и менять свое решение не собирается. Через месяц развод не состоялся. Карина возражала, так что еще целых 3 месяца Федор продолжал быть ее мужем. За это время Карина очень старалась помириться с ним и даже уверяла его в том, что готова жить в двухкомнатной квартире, которая принадлежит его родителям. Но Федор почему-то от ее предложения отказался. В положенный срок их развели. Карина очень сожалеет о том, что тогда не согласилась на предложение свекра, но прошлого не вернешь. Сейчас она находится в активном поиске, ведь одной осилить ипотеку ей не по силам. Накопления-то их совместные были честно поделены при разводе поровну, а больше ничего они и не нажили. Федор пока отдыхает от семейной жизни, но очень надеется встретить девушку, которая согласна будет разделить с ним его интересы, а не направлять туда, куда нужно ей, не спрашивая мнения самого Федора. Его родители уверены, что ему повезет, ведь он очень хороший человек, а опыт, на котором он должен был научиться, у него уже имеется. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.